каждый татуировщик, каждый художник по-разному видит краски. Алекс Захаров и команда, короче. Потом подхожу и предъявляю: слушай, чувак, а где там первое место? Это не для меня, рисую дальше картины, продаю и все. И вот это мое. Ну, батя у тебя красавец, кстати. Вот. А я же как бы настырный, и мне надо, чтобы получилось. Идем дальше, идем дальше, идем дальше. Расскажи про Они-маску на спине. Ну, я прям обожаю гитару с Франкфурта. Топовый татуировщик от меня отписывается. Опа. И я начинаю нервничать, понимаешь? И он, когда лег, я сделал вот так руку, и я начинаю включать машину-убийцу. Мы делали бобо. Нет, не обойдется одной татуировкой. Всем привет, друзья. Помните вот эту работу? Так вот, сегодня у меня в гостях Алекс, который ее создал. Это Tattoo Grinder, 5-й выпуск, эксклюзив с Захаровым. Погнали. Привет, бро. Привет, братан. Как ты начал свою карьеру в татуировке? Да хуй знает, само получилось. Куда ты шел и пришел? Блядь, меня заставили. Я начал 2 раза, можно сказать. Потому что первый раз, когда я начал, это 18 лет мне было. То есть я начал, и мне не пошло. И второй раз, когда я начал, это было в 2020 году. Вот. И первый раз, когда я начал, мне батя закупил оборудку, там она стоила баксов 100, и батя все время говорил, то, что, чувак, ты должен делать татухи. Татухи будет очень крутым искусством дальше. Не знаю, как он это прохавал, почему он вообще это все купил, почему он так думал, что татухи продвинутся до того уровня, как сейчас. Потому что раньше, ну, если кто-то такое сказал, ну, никто бы не поверил. Так же самое не поверил и я. То есть я начал красить, он привел своих там знакомых типов, которым нужно было сделать татуировку. И, естественно, первую татуху я сделал сеструхе. То есть я не знал про кальку, я не знал ни про что. Я нарисовал ручкой. Ручка нахуй смылась. Охуеть. Полетел дальше фрихендом. Все было, блин, в этом, в туше. Не знал, как делать. Все порасплывалось. То есть я, блин, художник, я рисовал. Там Это 2012 год. Ну, мне тогда 18 лет было. Ну, это где-то в этих годах. Там или 18, или 19 лет, уже так точно не помню. Вот. И у меня все стерлось, а там фрихендом, у меня там ничего не получалось. То есть я прикольные картины рисовал, а здесь я был тупо нолем. Я не мог просто сделать нормальную линию. То есть я не знал вообще ничего о татухах. И сказал: не, батя, это не для меня. Потом батя поприводил друзей, которые шарят в этой теме. Что-то они мне там объяснили, там, блин, мылом как-то отбить кальку, такие всякие дела, тоже не пошло. Потом он не отпускал руки. Потом мы пошли к такому чуваку, уже поехали, там у него какой-то подвал, и он в этом подвале делает татуировки. И больше всего мне запомнилось, тип говорит, дает мне какую-то жидкость и говорит: понюхай. Я нюхаю. Он говорит: вот этот запах запомнишь на всю жизнь. Окей. Потом он сказал, что это Был детол. детол. Да. И говорит: вот эта штука отбиваешь, вот это так, это сяк. Ну, понял, вроде понял. Пошел я в магазин закупаться иглами, этими насадками. То есть я говорю: мне такую иглу, мне такую, какую? Какой ширины? Какое что? И я начинаю нервничать, понимаешь? Я просто, блядь, пришел туда каким-то дурачком, не зная ничего, и они как бы на меня давят. То есть я боялся как бы заходить даже в этот магазин, потому что не зная, что... Вот. И это тоже был фактор, то есть уйти вообще от этих татух и не делать их. Я еще там пару татушечек попробовал и сказал: не, батя, это не для меня, рисую дальше картины, продаю, и все. И вот это мое. Вот, и спустя уже какое-то время, то есть появился YouTube, ну, может, тогда уже и был YouTube, но я это все не знал. Ага. Потом появился Instagram, уже в эту всю тему влился, и попадались мне татуировки. И очень крутые уже татуировки. Я такой смотрю на них и думаю: сука, прикольно, блядь. Прикольно, тоже так хочу. Ну, тогда еще это было время, наверное, Ника Хуртада, например, вот эти вот ребята. Да, я с смотрел на Америки. Рябову, то есть смотрю: ого, блин, а почему, Blackout. как они так делают, почему у меня тогда так не получилось? Думаю, да ладно, пофиг, лечу дальше. Вот, и в 2020 году, то есть что-то меня стрельнуло, я насмотрелся куча всяких видосиков, появились тогда видосики, как вообще всовывать эту иглу, какую насадку покупать, на каком вообще это сайте, то есть уже не надо было ходить в магазин, там, где на тебя криво смотрели, что ты дурачок, не знаешь, какую насадку тебе на иглу купить. Вот, и я там уже начал, закупился иглами,
вот даже не иглами, а картриджами. То Мгм. есть купил машинку уже такую поприкольнее пен. Вот. И я тогда сделал первую татуху, и я понял, что у меня получилась ровная линия. Вот. И начал уже как бы один клиент появился, другой клиент появился. И с каждым разом у меня все больше Но уже в 2020 году ты еще находился в Украине. в Польше уже. Уже в Польше Да, находился, уже в то есть ты Польше. уже здесь начал. Да, и в течение того всего времени, то есть я как бы татухами сначала вообще не интересовался, а потом уже благодаря Инстаграму, какому-то Ютубу, то есть уже какие-то Но знания ты в оттуда Польшу черпал. приехал для того, чтобы делать татуировки, или ты в Польшу приехал просто, чтобы работать, например, заниматься Я какой-то работал работой? на обычной работе, мы с кентом решили, что надо куда-нибудь То есть свалить ты с работаешь Украины. 4 года в данный момент. Да. Да, и Респект. мы свалили с кентом сюда, в Польшу, работали на обычной работе, и я уже чисто начал интересоваться татухами. Вот. У меня получилась одна татуировка, мне это понравилось, получилась другая, третья, а потом уже пошло много клиентов, уже Мгм. пошло сарафанное радио. Так и так, есть какой-то типчик, делает на дому, потом я уже снял квартиру там, где одна комната у меня была чисто под студию, я уже купил там более прикольную оборудку, какое-то там кресло, кушетку, все дела. Вот, и потом мне захотелось еще больше знаний. Я пошел в студию, записался, сделал себе татуировку. Мгм. Вот, и я зашел в студию, и я охуел. То есть все ходят с такими большими айпадами, пенсилы, там Но все это же дела, было время уже, когда все машинки, было, да. да, эти всякие кресла, кушетки. И я прям на максимум загорелся, работать в студии. И я чисто пришел домой, увидел, как он там работает, как вытирает, что делает. Пришел домой и начал дальше уже собирать свое портфолио, и я начал писать всем тату-студиям, чтобы взяли меня на работу. Никто, сука, не Это надо хотел. было, наверное, вот этого опыта набраться такого на поточке, прям, чтобы ты понял, что такое кожа, что как куда тыкать, что куда собирать, что как приклеивать и как это работает вообще с телом. Но Мгм. ты по факту нашелся в Space Tattoo, верно? Да, то есть я же говорю, то есть я написал многим студиям, никто не хотел меня брать. Ну, Мгм. потому что у меня там в портфолио был какой-то волк, лицо какое-то, там руки с Что было, птичками, то и было. и все, да. И потом уже, когда меня единственный взял тип Space, Мгм. вот, и тогда уже как бы я в каждого ходил, к каждому подходил, что такое РЛ, чем отличается Мгм. РС от РЛ, про все иголочки, как вбивать, насколько, и черпал от них какие-то Это там очень знания. сильно, то, что ты за 4 года именно вот целенаправленно пришел к тому, к чему пришел. Об этом мы поговорим чуть позже. Расскажи про Они-маску на спине, как ты пришел к этой работе, как ты ее создал, какие вообще были варианты, кроме этой работы, чтобы сделать на этой спине. Ну, тут начну с предыстории этого вообще клиента. То есть раньше еще до этого всего пришел ко мне клиент, и он хотел сделать себе рукав в одном цвете. Только это не был цвет черный, а он захотел сделать весь рукав в коричневом цвете. Мгм. То есть всей студии его пытались как-то отговорить, что ну, не будет это смотреться, это будет смотреться как какой-то загар. Понимаешь, и У рукав. меня другое в голову пришло. Да, или так. И эта краска была от Performance Dracula Red. Может, знаешь. То Да, есть знаю, сейчас ее уже да. нет, а она еще и потом проседает Мгм. спустя какое-то время. Вот. Не получилось, он говорит, типа уперся, все, делаем. Я закрасил рукав на 2 сеансах. Целый рукав. Там был какой-то дракон, там контурные линии, какие-то растяжечки, и все. Как бы я забыл за этот рукав. Потом спустя где-то почти год этот типчик отозвался и говорит, хочу сделать себе спину. Думаю, о, ништяк, типа первая спина, все дела, сейчас типа закрасим. И скидывает мне проект какой-то там рисованной маски, тоже коричневой Мгм. краской. Мгм. Мгм. Это маска Они, и говорит, что хочет это. Я говорю, пишу ему, только типа это хочешь? Он говорит, да, только это. Ну окей, то есть я как раз подумал над проектом, думаю, ну если не согласится, то тогда уже сделаю этим коричневым цветом всю спину, а если нет, типа покажу ему какой-то другой вариант, то есть сделал проект к этой маске Они, там всякие дымочки добавил, Ну, цвета поменял. в твоем стильке, да. Да, вот, и как раз он приходит, у нас сеанс, и вот, и он типа ждет, сейчас у него будет коричневая спина, да, я ему говорю, давай сфоткаем твою спину и наложу тебе проект. То есть я фоткаю ему спину и налаживаю свой проект. И ему Мгм. показываю и говорю, давай что-то такое. Смотрит, смотрит. Разбавим чуть коричневый, да. Да, и он такой говорит,
блин, давай, мне нравится. И я такой понял в душе, ес, но Но это ты первая ты моя вот спина, я быстро бегу, печатаю это все, чтобы он не передумал, но ты сейчас понимаешь вообще, насколько вот это вот его решение и насколько твое изменило, решение, да, да. оно просто, ну, по факту, я помню, на тот момент у нас там было примерно одинаково подписоты на Мгм. инсте, и в один момент я просто захожу там к тебе на аккаунт, я увидел, когда ты скинул эту работу, и я смотрю, это разъеб тупо. Ну, просто трахнул, вот когда ты трахнул весь мир, понял? Вот такое ощущение. Я еще, по-моему, там оставил какой-то коммент, типа, бля, работа разъеб просто. И она потом разъебывает вообще все. И Да, там да. чуваки приходят, «А можно мне такое? Ну, ты вспомни, вот сколько было копий этой работы, бля. Ну, таких вот парашных копий, скажем, в коричневом цвете, Да, блядь. там в натуре, да. И я сразу же побежал распечатывать это все. То есть кальку отрисовал я где-то в минут 20 на спину. Я просто боялся, чтобы он не передумал, понял? А я Ты ему ты еще с быстро руки тогда, с да, ручного да, да. стенсила бомбил? Да-да, все распечатал, ему мы приклеили, отбили с первого раза, и на первом сеансе я уже сделал везде контура и вальнул охуенный такой, блин, кусок, понял? Мгм. То есть я спешил, я хотел побыстрее уже выставить эту спину. Во-первых, это первая спина, и мы ее закрасили за 7 сеансов, Бля. эту всю спинку. И потом, когда я ее уже выставил, уже всю законченную, то есть он еще там разминался, мы это все снимали где-то час. То есть я хотел добиться то, что у меня было в голове по поводу этих съемок. Мгм. И я ему уже в самом конце говорю, все, чувак, давай последний раз, расслабься и сделай это движение. Вот. И на последний раз у нас получилось снять прикольно эту спину. И я вставляю этот рилс и понимаю, что другие татуировщики закидывают себе на истории. Топовые татуировщики начинают мне писать, что вау. И я понимаю то, что она стреляет обычно, ну, лучше, чем обычный какой-то рилс. Потом смотрю, другие начинают добавлять. Смотрю, на других группах там уже миллионы, а у меня там где-то Мгм, 400 мгм. тысяч было просмотров. Думаю, блин, что у них миллионы, а у меня так. И потом начинается эта стрельба, то, что уже миллион в день у меня До прилетал сколько просмотров. она, до сколько, до каких просмотров, до какого количества просмотров она дошла? 11,5 миллионов. 11 миллионов просмотров — это прям сильно. Какие места заняла эта работа на конвентах? Выставлял ты эти работы? Ездил вообще с этим клиентом на конвенты? Тут тоже такая история, то что, этот клиент как бы был очень доволен, то, что я ему постоянно скидывал скрины наших Мгм, просмотров. мгм, мгм. И мы с ним как бы типа контачили через эту тему, то, что я ему показывал все там 2 миллиона, 3 миллиона, 4 миллиона. Потом я ему написал: "Вот будет канва. Давай поедем на конве, Мгм, покажем эту спину". И я выставил в той же самой категории эту спину и мгм, еще ногу Филиппа. Та мгм. нога, которая взяла там 12 или 14 наград за все ее время. Сколько сеансов на эту работу ушло вообще? На ногу Да. мы же делали так, что практически все мы сделали на конвенте. И был только один раз, когда он не выиграл на конвенте, уже заживший. А в принципе Мгм, мы мгм, выигрывали всегда. Вот, и получилось где-то 12 или 14 сеансов. мгм. Ну, большая нога, вот. И спина не выиграла с этой ногой. Типчик обиделся. И он Да ладно. как бы может, он обиделся, и он больше не приезжал на конвент, или же просто такие стечения обстоятельств, когда у него какой-то выезд на конвент, когда у него кто-то приезжает, и он не может Мгм, поехать на мгм. конвент. Вот. Но я видел то, что ему было неприятно, то, что его Ну, спина не а выиграла с где ногой. эту спину видел? Я где-то ее видел, по-моему. А, На поле ее еще не было. Не, на каком-то тату Ты где-то... конвент это или Катовице, или там, где я взял 2 первых места, там, где я не татуировал, а чисто приехал, выставил своих ребятишек заживших, вот, и выиграл. Тогда Филипп и Даша выиграла тоже первое место с ее ногой. Ну, жалко на самом деле, что происходит иногда так с клиентами, что они вот закатываются в какую-то ракушку и перестают просто показывать работы. По сравнению, например, с азиатами. Я не знаю, заметил ты вот на Франкфурте, как мы были, сколько там азиатов приезжает поддержать своего татуировщика, и они выстраиваются вот просто там один, второй, третий, четвертый, пятый. Они вот так вот стоят 3 дня просто. Там, не знаю, спину кольнули. Вот они такие
Все, мы, короче, стоим и все, и мы уважаем своего татуировщика. Жалко то, что нету такой культуры вообще в Европе, и люди не показывают свои работы крутые от татуировщиков. Ну, это только у меня, в принципе, единичный случай такой. Как бы многие мои клиенты, то есть приезжают просто так поддержать, и неважно куда приехать, так как, Мгм. например, этот Филипп, он ездит везде. Да. То есть Франкфурт, окей, Милан, окей. Еще мы ездили в Корк. Мгм. Вот. У меня были даже такие ситуации, то что зажившая работа, клиент зажившей работой не захотел прийти в своем же городе на конвент. Ну, это жестко, да. Это очень жестко, действительно. Ты очень часто занимаешь best of show на конвентах. Как ты готовишься вообще к конвентам, чтобы дойти вот до этого уровня и психологически, и физически, и по проекту, в принципе, тоже? Я готовлюсь. Да, я очень жестко к этому подхожу. Я все время прочитываю категории. Смотрю, кто будет на этом конвенте, чтобы понимать, настолько крутой нужно сделать проект. Я хорошо подготавливаюсь, чтобы найти клиента, потому что клиента в основном я ищу между своих клиентов, с Мгм. которыми я уже общаюсь, которых я знаю, у которых хорошая кожа. Мгм. И вот, и мы делаем какой-то проект, и я смотрю, как бы мы его уже делаем, и у него прикольная кожа, и Мгм. тип прикольный, такой нормальный, общительный. И я у него спрашиваю: слушай, чувак, вот будет конвенция, хочешь, мы там тебе что-то сделаем за полцены или еще ниже? Мгм. Вот. Он соглашается, все, да. Но ты задаешь какие-то рамки именно по проекту, либо и ты просто продолжаешь как бы свою работу, в принципе? Тут зависит. То есть иногда я общаюсь с клиентом. То есть если он мне кидает какие-то идеи, и я их как бы сортирую. Он кидает какую-то идею, я говорю: нет, идем дальше, идем дальше, идем дальше. Потом я ему что-то закидываю, говорю: давай что-то такое, такое. Ему нравится, все, мы одобряем, я делаю уже с этой идеей какой-то проект. Есть такой клиент, который Камил, мы его делали во Франкфурте. Мгм. Он мне на максимум доверяет, и что бы я ни сделал, ему это тоже понравится. Ну, это кайф. Да, то есть мы уже как бы слились, и что бы я ни делал, ему всегда все понравится. И если ему даже что-то не понравится, я ему просто объясню саму идею, Мгм. ему нравится. Ну, это стопроцентное доверие, наверное, от клиента. Оно заслуженное, в принципе, потому что то, что у него на ногах, и то, что вы заняли на Франкфурте, ну, это как бы было, на самом деле, не сказать, что очевидно, но было понятно, какая работа займет. Вот рядом с вами, я считаю, был Дресс Палминг. Вот это чел, который делал тоже сторону ноги. Он в одиночку делал, он занял, по-моему, второе Второе. место Мгм. Best of Show, да. Да-да-да. Но, с другой стороны, я не понимаю, почему есть 3 места Best of Show. Ну, это тоже такая как-то... Знаешь, ну, для меня лично Best of Show — это вот прямая борьба, когда ты вот прям рубишься. Либо да, либо нет, все. То есть ты никуда там не выставляешься, никуда не идешь, и вот ты ждешь этого Best of Show, вот прям ставишь, знаешь, all in. Просто Мгм. вот такая вот ставка совершенно на все. Сколько у тебя в общем собралось наград за эти 4 года, что ты вернулся в татуировки, скажем так? Больше 40 уже где-то. Да, это хорошо. А какие вот именно из конвенций самые весомые, то, что ты занял? Ну, я прям обожаю гитару с Франкфурта. Ну, гитара есть только у нескольких человек, особенно такая гитара с первым местом. Да. То Подожди, есть два, три, у меня четыре все человека, награды да. спрятаны, а гитара стоит возле меня. И с Милана тоже. Обожаю эту награду, она прикольная. Франкфурт — это когда ты уже просто покорил всю Европу по факту. Потому что Франкфурт — это считается, наверное, самым таким сильным мероприятием в замену Лондону, потому что это когда-то была лондонская Мгм. конвенция, и сейчас это уже перенесли просто во Франкфурт. Заслуженно, очень сильно. У тебя были ситуации, что ты был не согласен с работой, которая заняла место выше твоего, потому что она была хуже по качеству, хуже по композиции, хуже по исполнению. Как ты вообще реагируешь на такие ситуации? И как ты с этим, не знаю, борешься со своим восприятием, и как ты пытаешься эти ситуации не допустить вообще в целом? Как бы в самом начале моей карьеры, именно карьере в конвентах, я радовался любому месту. Если это третье, я прям на максимум рад. И если это не второе и не первое, то
это было для меня как бы стремление сделать еще что-то лучше, потому что тут не только нужно показать свою технику, композицию, а еще нужно чем-то зацепить. Так как когда-то я, например, зацепил в Apollo. То есть я взял Best of Show, Да, а поле? да, и в принципе там, я думаю, то, что зацепило чем-то одним, это, например, то, что я лезвию всунул мужику в бровь. Мгм. Вот. Такого типа ни в фильме нигде не найти, и, возможно, чисто вот эта штука цепанула. Вот. И нужно стремиться к чему-то, чтобы просто зацепить чем-то. И уже как бы последнее время я, если еду на конвент, уверенно хочу взять или же Best of Show, если есть, или же первое Мгм. место. Иногда не получается взять первое место, потому что в жюри оценили как-то по-другому. Может, что-то их цепануло в той работе. Вот. И бывают такие спорные моменты, когда хотелось бы первое взять, а жюри почему-то оценили нашу Ну, работу на как ты второе вообще вот в место. данный момент к этому относишься? То есть вот именно твое отношение, потому что, ну, я знаю то, что ты ездишь чтобы забрать канву, то, что ты делаешь в последнее время, да. И какое вот отношение, если вот такая ситуация происходит, как ты это воспринимаешь вообще? Ну, немножко грустновато, но потом себе говорю, окей, на следующий раз точно разъебу и сделаю что-то на максимум крутое, с крутой идеей, вот, и с крутым исполнением. Расскажи о самых сложных ситуациях, которые происходили у тебя на конвенте. Самая сложная ситуация, это, конечно же, была в Брюсселе. Когда я ехал на Брюссель с мыслью о том, что возьмем Best of Show, естественно. Там как раз была только категория, на которую нужно записаться, это Мгм. Best of Show. Вот, мы сделали интересный проект, мы должны были делать там втроем, мы начали делать клиенту татуировку, и спустя где-то 20 или 30 минут клиенту плохо. Он опух, у него Ну, идут это прям слезы. очень жестко. Да, ну и мы не понимаем, что вообще с ним происходит, и как бы все решают то, что ему надо в больничку. То есть вызвали больничку, приехали ребятки с больнички, начали его осматривать, забрали его, ну и все грустные. Ну, а что с ним вообще произошло? Ему, то есть, просто поплохело или там на коже какие-то что-то у него происходило? Как это вообще было? Там какая-то просто аллергия. Может, типчик стрессанул, может, он лежал на каком-то таком китайском матрасе, из-за Мгм. которого пошла аллергия. Может, это рукавички, перчаточки эти Это обидно. латексовые, да. Это действительно Вот. И обидно. после этого случая как бы мне ничего уже не хотелось. Мне не хотелось уже дальше продолжать какую-то коллаборацию. Я просто себе ходил, смотрел, и чтобы не было как максимально скучно, Мгм. мы еще начали красить Даше ногу. Вот я, кстати, хотел спросить, то, что ты собрался и просто начал делать... Да, я хотел просто отвлечься, потому что когда я начинаю делать татуировку, я полностью туда погружаюсь, Мгм. вот, и я не слышу ничего, никого. То есть есть такие случаи, может, кто-то на меня из-за этого обижается, потому что я могу кого-то слить. То есть были такие случаи, когда я встаю на перерывчик, и сзади меня или сбоку подходит какой-то топовый татуировщик и говорит мне «Привет». Мгм. А я разворачиваюсь и делаю дальше татуировку. А это мне рассказывали, эту ситуацию, понял? И потом этот топовый татуировщик от меня отписывается. Опа, вот это прикол. Да, а я не специально, я просто на максимум погружаюсь в проект, в татуировку, и я не слышу вокруг ничего. О чем ты думаешь, когда колешь татуировку? О татуировке, просто о своем внутреннем мире. То есть я закрываюсь, и все. И Но ты это делаешь мой. это больше на автомате или ты продумываешь там, что куда положить, вот, то есть весь Я процесс все делаю на татуировки? автомате, и тяжело сказать даже, где я вообще летаю, как бы именно в этот момент. То есть я там обдумываю всякие моменты, не знаю, за целый проект думаю. Ну, каждый татуировщик меня поймет, там Ну да, разные да. мысли. То есть ты на автомате все делаешь, а думаешь, в принципе, обо всем. Ну, я стараюсь в наушниках работать. Я видел, кстати, то, что ты в любых ситуациях не работаешь вообще в наушниках. То есть ты или работаешь, не работаешь. Редко, ну, если, когда я одеваю наушники, я вообще, блин, машина. Да, ты Я тогда убийца ускоряюсь, просто. да, то есть мы вот на последней конвенции уже к нам колоночка подъехала чуть-чуть позже, я включил такую агрессивную музычку,
Вот, и мы делали... Мы И делали бабло. я делал бобра, пацаны делали другие части, и еще наверху был палац культуры, который был в Грейвошах, вот. И я Сереге такой говорю: слушай, если бы у нас была включена раньше музычка, говорю, я бы уже в Грейвошах палац культуры красил бы. Но у меня, кстати, тоже такая тема, то, что я вот без Вдохновляет. наушников ты такой там что-то можешь поговорить с кем-то, можешь там еще что-то послушать, а в наушниках ты просто машина-убийца. Ты вот накинул уши и просто убиваешь. Да, да. Просто вот... Под каждую да. песню, под каждый бит Там свой ускоряешься. ритм, Да, знаешь, да, да, это да. ты просто месишь. Расскажи, какие места вообще тебе было самое некомфортно красить на конвентах? Именно какие места ты не посоветуешь красить никому? Ну, я-то знаю, в принципе. Да. Ну, на ребрах, естественно. То есть мне захотелось продолжить дальше клиента и выставить как бы целую композицию, показать всем мы прикольную работу. Полноги мы сделали, Мгм. и у типа осталось еще ребрышки. Он хочет лететь дальше на ребра и дальше переходить на руку. Мы говорим сейчас о Вроцлавской вот этой экспо, то, что ты красил ребра, да? Да, 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 да. Окей. Вот, и я отбил кальку, размерчик такой большой довольно. И он, когда лег, я сделал вот так руку, и я понял, что мне будет сейчас пиздец. Просто И чтоб я все... начинаю Да. включать машину-убийцу, то есть я начинаю очень быстро красить, там очень тяжело краситься, то есть татуировка все время увеличивается, то есть она натянутая, но ты еще там натягиваешь эту Да, кожу, натягиваешь, да. она там в 5 раз больше, чем в самом оригинале. И плюс при этом всем ты еще стоишь вот так вот наклоненный просто возле человека в такой вот позе 3 дня. Да, Это да. ребра. Это ребра. Лучше всего нога. То есть нога Согласен, лучше всего. согласен. Ну, руку в коллаборации пару человек красило, но я не думаю, что это лучший вариант Ну, вообще тоже тяжело. коллабить именно на руке. Да, нога круто, хорошая кожа натянутая, в принципе, можно выдавать красивые композиции тоже, потому что у тебя, в Мгм. принципе, есть плоскость, и можно долбануть что-то красивое. Какие места, кроме ребер, еще дискомфортные в целом для покраса на конвентах? Ну, подмышкой тоже не надо делать на конвенте. Я, кстати, подмышкой никогда не красил. Вот именно если речь идет вот Да, здесь или вот да. здесь. У тебя был опыт вот именно с На покрасом? конвентах нет. Но вообще В в целом. студийке, да, было. Ну, очень тяжело. Прям там кожа такая, то, что там растяжки, естественно, Проваливаешься бывают. постоянно, да? Как бы не то, что ее, во-первых, не натянешь, во-вторых, она какая-то там тупая. Вроде вбилась, вроде не вбилась, все сильно как бы краснеет Мгм. и тяжело очень краситься. Какие еще местечко? Не люблю локоть красить. Бывают локти прикольные, а бывают такие прям, как у мамонтов, блин, знаешь. Я колол одному клиенту локоть, у него локоть как пончик. Вот, Мгм. короче, вот так вот вокруг все. И я не знаю, там кожа вот так вот просто как будто она приклеена к кости. Мгм. И, короче, вот когда его покрасил, он так встает, так руку разгибает, и у него просто такой пончик появляется. Но место действительно некомфортное, и клиентам тоже не по кайфу. На каких ты машинках работаешь, вот делаешь все эти татуировки? На чем начинал вообще и к чему пришел? Первая тачка моя была самая первая, это, естественно, с того батиного наборчика, там какая-то старая индукция, Ну, батя у тебя естественно. красавец, кстати, вот так отвлекусь, респект. У меня тоже так мама мне очень помогала двигаться в татуировках много лет назад. Да, потом после этого всего я купил какой-то там эквалайзер Proton, Мгм. там к нему еще Critical какой-то был стабилизатор, вот, она мне понравилась, она Мгм. прикольная тачка. Ну, потом дальше уже многие машинки перепробовал, остановился на флюксе, флюкс топчик. Да. Потом что-то стрельнуло, и как бы захотелось идти дальше в другие машинки. То есть я, в принципе, Мгм. люблю тестить машинки, но еще мне нравится, чтобы с некоторых машинок оставить что-то, например, для себя, какую-то там тачку, которую там долго поработаешь, она будет прикольная. Вот. И работаю сейчас на Акусе и на Кобре. То Круто. есть для меня это сейчас таких два топчика. Я вот первый раз, когда начал работать с Акусом, я вообще... У тебя такое ощущение, что так можно, типа? Это так было можно, действительно? Да, Почему это в Акус валит, этом конечно. раньше не сделали? На Кобре вот, к сожалению, не работал.
но обязательно хочу попробовать, потому что очень много людей в окружении прям рекомендуют, говорят, поработай, попробуй, покайфуешь. И вот под реализм, мне кажется, что вот эти две машинки на самом деле сейчас в топе. И я знаю от ребят из Акуса, то, что у них постоянные солдаты, они не успевают по тачкам, оно везде продается, они открывают там какие-то новые площади. Ну, по Ink Machines понятно, что это старая уже зарекомендовавшая себя фирма. Там еще и Дмитрий Самохин когда-то начинал на Мгм. них работать. Я думаю, он, кстати, и бустанул так очень вот эту... Это шведская, по-моему, фирма, насколько Да-да-да. я помню. Вот. Ну, там прям как конструктор такой. Все, что отвалилось, ты все там можешь докупить, собрать, перебрать, там что-то переделать, придумать, Ну да-да. приколхозить. Акус тоже, то есть он разбирается просто в Конструктор. слюне, да. Конструктор. По Акусу, кстати, я так и не понял самого характера машинки. Потому что у меня вот в каждом моменте, когда я, например, работаю Акусом, у меня такое ощущение, что это вообще другая машинка. То есть там работаешь там на -1, там на +1, перекидываешь эксцентрик. У тебя такое ощущение, что ты вот там в один момент работаешь флюксом, там в другой момент Шаен взял. работаешь там шаенчиком, в третий момент Да-да-да. там какой-то инжектой вообще. И ты такой, блядь, ну как это работает? Я не знаю. Для меня это такая машинка-хамелеон, которую все могут под все подстроить. Я думаю, так же, как и Кобра, в принципе. Не знаю, что там по настройкам вообще в Кобре. Так же самое, в принципе, все подкручиваешь, мягкость, жесткость, можешь себе поменять, естественно, вылет, иголочки, все вот эти. Что по иголкам? Квадрон, естественно, только квадрон. Как бы я начал даже с квадроном, то есть, ну, начал, естественно, с этих паянных обычных иголок, вот, а когда уже купил вот эту машинку, с которой я хоть что-то там умел, линию Мгм. сделать, в принципе, купил сразу же только квадрон, потому Мгм. что, ну, сайт мощный, было где купить онлайн, естественно, попался на иголочки квадрон, вот, и все время как бы на квадроне дальше петляю. Что-то кроме квадрона пробовал или постоянно квадрон? Все пробовал. И все не то? Да, все не то. Расскажи, что по краскам. Вот интересно, какие ты фирмы используешь, или это сборная такая солянка, грубо говоря, то, что ты можешь миксануть там цвет, например, ну, скажем, там, пройдемся по брендам, там, Eternal какой-то, потому что у них красный очень хороший, там, World Famous тоже, не знаю, Intense, например, там тоже есть у них определенные цвета. Да, для каждая красочка с разных у меня фирм. Если черный, то это, естественно, Пантера. Мгм. Белый сейчас в последнее время начал юзать от Экстрима. Мгм. Вот. И все остальные, как бы Eternal, World Famous, уже если там какой-то желтый, то это, естественно, Eternal. Если там какие-то уже с разных сетов, то это World Famous. Вот. И чисто у меня как бы такие смешанные всякие Насколько у фирмы. тебя большая палитра, вот когда ты работаешь, сколько ты примерно цветов используешь в своих работах, вот чтобы сделать теплый, холодный, потому что ты ну, в последнее время ты работаешь теплый, холодный, то есть там коричневое, красное и, скажем, бирюзовые, бирюзовые, да, они называются. С холодных. Да. Ну, бирюзовые, Но всякие голубые. голубых ты мало юзаешь вообще в работах. Мне кажется, вот, и вот именно если я вот хочу вот представить себе работу Алекса Захарова, да, у меня всегда вот эта ассоциация там теплый, холодный, и именно вот холодный он как тил такой, голубой с добавлением зеленого, скажем так. Ну, я больше люблю желтый. То есть Мгм. желтый цвет прям вообще пушка, то есть им можно хорошенько поиграться, где-то желтый приглушить в холодный, Мгм. и где-то все это дело подчеркнуть каким-то оранжевым и желтыми цветами. Вот. Голубой что-то да, что-то всегда меньше использую, потому что на загорелой коже голубой не будет смотреться. Кожа Ну, в есть зелень чуть-чуть уходит очень сильно. темненькие, да. А оранжевые, желтые цвета сядут даже на негра какого-то. Ну, видишь, под каждый цвет, в принципе, своя кожа должна быть, Мгм. Вот. но И сколько я использую красок? Ну, где-то 30. 30 цветов на одну татуировку. То есть у тебя собрана уже по факту своя палитра, с которой ты просто работаешь там в районе, не знаю, 60 цветов, которые ты юзаешь на постоянной основе. Нет, как бы одной палитры я не собираю, потому что я не хочу уходить в одно и то же. Я не Мгм. хочу одинаковую палитру. Я люблю и зеленым каким-то ебануть, и Да. фиолетовым.
Я не хочу останавливаться на одной какой-то определенной палитре, а люблю что-то там смешивать, какое-то разнообразие. И как бы правило моих красок — это просто сделать себе какие-то градиенты. Мгм. И какой это будет градиент, если это будет от голубого в темно-синий или от какого-то грязно-желтого в зелененький. Просто делаешь себе градиент и все. Как ты думаешь, что дает уникальность твоему стилю? Потому что вот ты говоришь про краски, и они действительно разные, но стиль, он везде просматривается. Ну, здесь еще, наверное, смешение красок. То есть каждый татуировщик, каждый художник по-разному видит краски. То есть ты как-то там по-своему смешаешь какой-то, например, не знаю, какой-то фиолетово-желтый какой-то, знаешь, какие-то такие особенные цвета. Я совсем по-другому. Я Мгм. по-другому смешаю все цвета и подберу к дизайну просто какую-то цветовую гамму, которая будет на первом месте. Вот. Мне кажется, цвета и проект, и в проекте, если есть какая-то задумка или что-то какое-то необычное. Мгм. Но вот именно как ты работаешь с проектом? Вот изначально, когда ты его создаешь, то есть как все татуировщики, ты берешь базовые элементы, просто докидываешь разрывы, в твоем случае дым либо пламя. Дым либо пламя. Дым. Дым. Я Окей. могу сделать дым, но он будет оранжевым. Окей. Где-то дым может быть оранжевый, если где-то там что-то подсвечивает на него. Вот. Какими татуировщиками ты вдохновлялся при поиске своего стиля? Тут тяжело сказать, потому что я в самом начале как бы в принципе не смотрел, кто делал эту татуировку. Я просто подписался на практически всех топовых татуировщиков. То есть какие-то группы, там, где татуировщики. Вот ты листаешь какую-то прикольную работу. Как бы, ну, по сути, я же молодой в этой кухне и все, и татуировщиков. И я там даже всех и не запомню. Мне кто... 20 год. Кто вот в 20-м году в топе был? м, Тебе, Мне даже, мне тебе даже, мне виднее. даже сложно. Ну, действительно Ну, сложно. я тогда Сложно смотрел вспомнить. подкасты Суворова, Фомы. Мгм. Вот, у Фомы очень много было всего. То есть я пересмотрел там все. Ну, в принципе, все видосы, которые выходили на те времена, я тогда пересмотрел это все. Мгм. Вот. И нету, например, таких татуировщиков, которыми бы я просто вдохновлялся. То есть я вдохновлялся как бы целым Инстаграмом. Например, я листаю какие-то работы, у меня, в принципе, в Инстаграме, в Мгм. рекомендациях, в новостях только татуировки. Мгм. Вот. И я просто облистываю это все, мне что-то понравилось, и все, как бы оно у меня в голове. Ну, это очень круто, то, что оно, вот твои работы соединяются очень круто. То есть ты не видишь прям вообще перехода. Вот это как будто одна там цельная работа из кучи элементов, которую ты можешь продолжить целиком на все тело. Да, тут еще тоже никогда не обрезать татуировку, если кто-то даже к тебе придет и скажет: слушай, я хочу только одну татуировку. Мгм. Нет, не обойдется одной татуировкой. Он еще раз Да. придет, и тебе нужно сделать ее так, чтобы она красиво заканчивалась. И закончилась так, чтобы ты всегда мог соединить эту татуировку. Ну да. Как ты к этому пришел вообще? Вот к этому пониманию того, что так надо делать? Раз как-то агрессивно обпилил татуировку, грубо ее закончил так, Мгм. что ее потом не соединить. Еще раз было так, что сделал на предплечье, выше погнал бицепса, сделал большую, и у меня на бицепсе остался вот такой кусочек. И мне было тяжело что-то там придумать. Это оттуда дым появился или нет? Не, как бы дым, с дымом это как бы своя история и ситуация. То есть, когда я начинал делать татуировку, у меня не получался дым. А я же как бы настырный, и мне надо, чтобы получилось, понял? И я не понимал, чем его делать, резкой, орелькой, магнумом, вот. И для меня это Мгм. была задача. Если у меня что-то не получается, то надо, чтобы сделать так, чтобы получилось. То есть я раз попробовал, второй раз попробовал. И когда у меня уже получилось, Мгм. мне это как бы понравилось, и оно смотрится. И я просто пихаю где-то, не всегда пихаю где-то дым, но люблю его сделать. То есть По мне нравится. по дыму это очень крутая такая заполняшка. Вот именно когда что-то нужно сделать, какой-то плавный переход, мне кажется, вот это нужно просто всунуть туда дым. Это очень круто. Оно очень хорошо можно отделить. Там вот когда ты про бицепс говорил, да, я не знаю, ты про внутреннюю часть говорил Да, или да, про, да, про внутренне. внутреннюю часть, но это можно очень прикольно закончить просто дымом. Вот мне нравится, например,
как Бенджамин заканчивает свои работы таким выходом просто в кожу. И оно просто потом соединяется с другими работами. Я думаю, дым примерно так же работает. Но это Мгм. прям такая характерная черта твоих проектов всегда. Да, и также дым тяжело скопировать, потому что, как и для меня это было, дым тяжело сделать. Для начинающих татуировщиков дым это прям вообще космос какой-то. Я помню, я тоже с дымом Да, канался, там, как это сделать вообще? Потому что тебе же нужно четкую отрезку вывести в плавный переход в другой тон. да, да, да. И вот эта вот штука, она непонятна, это все приходит с опытом, наверное. Как ты, кстати, разгрыз этот дым, как у тебя получилось? Ты просто долбил, и ты пришел к нему? Ну, его, в принципе, можно делать по-своему. То есть я как бы дым найду какой-то референс, Мгм. я там полностью его порастягиваю, где-то что-то подотру, где-то замылю, поменяю цвет, и плюс еще меняю это все уже в этом, в работе. Мгм. И он у меня получается прям такой, что ты его не найдешь нигде. Ты его Откуда не его, найдешь, да, да. сделал еще. Ну, видишь, опять же, даже если бы кто-то хотел скопировать, как я всегда говорю, вот дай человеку все, то, чем ты работаешь, дай ему ту же кожу, но ты ему не дашь ту же голову. И Да. он никогда этого не сделает. Вот, ну, может, есть такие люди, которые могут скопировать, как, например, в холстах. Есть же вот люди, которые прям переписывают холсты, делают копии. Эти копии прям очень похожи. Там мазок один в один там и такого плана. Но я не знаю таких татуировщиков, которые могли бы это сделать. Алекс, какой твой следующий большой проект или большая цель, которую ты себе поставил? Друзья, пока мы с командой занимались монтажом этого выпуска, Алекс уже успел реализовать часть своих планов и поджечь задние места многим из индустрии. Конечно же, отсылочки мы прикрепили. Желаю приятного просмотра. Возвращаемся в эпизод. Мы планируем с Квадроном сделать достаточно большой семинар, где-то до 100 человек. Ну и в этом всем семинаре расскажу все свои прикольчики, фишечки. Ты часто работаешь в коллаборации с другими татуировщиками. С кем бы ты еще хотел коллабнуться? Ну, мы еще будем делать коллаборации с Бутенком и с Мишей Бурштом. Вот. С Бутенком у нас А где еще есть секрет? секрет, конечно, Секрет. все И что секреты. секрет тоже, да? Да, еще мы будем делать с Мишей Когутом и с Владошей. Мгм. Вот. Ну и вообще, в принципе, коллаборация — это прикольная тема, потому что ты как бы делаешь что-то уже сразу огромное. То есть ты выставляешь какую-то работу, и Мгм. у тебя в портфолио уже появляется, например, какая-то спина, какая-то Мгм. целая нога, потому что тебе нужно это делать самому. За Там, раз просто, бэм. да, то есть 8 сеансов бы ты, например, или 10 ты это все бы делал, а так ты сразу выставляешь что-то одно большое и еще как бы обмениваешься аудиторией, потому что у всех аудитория плюс-минус одинаковая. Например, ты подписанный на, например, на Мишу Когута, вот, а на меня, например, не подписано. Потом Мгм. ты видишь, Мгм. что мы типа вместе, и как бы мы собираем в кучу наших подписчиков, и как бы все наши подписчики связаны между собой, например. Почему у тебя всегда выходит, что ты всегда делаешь пост? То, Вот, что я вот делаю пост, ты делаешь пост на коллаборацию. Знаешь, я обратил внимание, вот вы там выходите забирать награду, и говорят так, ну не говорят никого там, э, Алекс Захаров и команда, короче, просто. бля, не знаю. Добре, расскажи мне про свои вообще проекты, которые ты задумал сделать в будущем, если можешь, и про цели, которые ты себе поставил в ближайшее время. Не могу этого всего рассказать, но есть два очень крутых проекта, очень мощных, и скоро это все как бы все об этом узнают, но немножко нужно подождать. То есть Окей. я не люблю рассказывать все до этого, не люблю какие-то поздравления, например, до выигрыша. Я всегда люблю, чтобы конкретно все получилось, и потом уже, может, например, Короче, кто-то что-то поздравить. ты меня офнул на Франкфурте, да? Типа, просто чтобы все понимали, я пришел к Лехе и говорю, это первое место. Стопудово первое место. Ну, блядь, а вдруг бы я тебе поверил, и мы бы не Я такой, выиграли. все, блядь, мы А закончили, я к тебе короче. потом подхожу и предъявляю: слушай, чувак, а где там первое место, да?
Бро, все было договорено, как на всех конвентах, ты же Да, понимаешь. да. Когда-то я так думал, когда я как бы всех попросил, говорю, давайте съездим на конвенцию. То есть я не знал, что это, не знал, что за атмосфера. Вот. И на первой конвенции я ничего не выиграл. И я был расстроен. Почему? Я сделал прикольную работу, я хотел выиграть, понял? Вот. Прикольно. Расскажи мне вообще про... Хочешь ли ты обучать людей тому, что ты делаешь, или ты больше вот такого формата, что будем обучаться в коллабах, и вот с кем хочу, с тем коллаблюсь? Или хочу обучать людей, ну да, то есть сейчас будет семинар. То есть сейчас, наверное, я уже готов. Еще месяца 3 назад я еще не был готов. Как бы я А где вы планируете делать этот семинар? в Кадроне. Окей. Где будем планировать, где будем делать? Да, именно Есть где отель. он будет Есть проходить. прикольненький отель. Но это Варшава именно по месту. Нет, не Варшава. Не Там, Варшава. где главный Краков. ипподром в Кракове. Окей. Там есть какой-то запланированный лайнап именно по татуировщикам, которые будут преподавать, или ты там будешь вот один именно обучать людей? Как это вообще выстроена сама структура? Если могу знать, Да, конечно. я буду один, то есть я сделаю этот семинар совсем по-другому, то есть мы не будем целый день рассказывать, как вставляется иголка в машинку, Мгм. мы сделаем это все быстренько. Я не буду рассказывать, как мешаются краски, я это все покажу в работе. То есть, ну, зачем целый день людям рассказывать какую-то информацию? То есть многие и так понимают, и проще всего Ну да. показать в работе, вставить как-то картридж, как вообще машинку в руках держать. То есть это тоже очень важно. И некоторые держат машинку так, как-то криво, они закрывают себе свет, может, не замечал этой движухи, они закрывают себе свет, им неудобно как-то вводить Да, это все. То есть да. это все очень важно. Вот. М, И в основном сконцентрируемся, то есть там первый пункт будет, как я кейпроги использую, как делаю проект. Дальше мы уже все делаем в практике, отбили кальку и начинаем, и уже дальше рассказываю, отвечаю на все вопросы. 100 человек? До сотки такое помещение. Я тебе не завидую. Что бы ты хотел посоветовать, может, татуировщикам, которые нас смотрят, и вообще в целом людям из индустрии? Купить прикольное себе оборудование. Потому что, ну, как у меня было, то, что пока я не купил самую хорошую себе машинку, я думал, что проблема не во мне, а в машинке. А Мгм. когда у тебя все хорошее оборудование, и ты знаешь, что ты на 100% хочешь заниматься татуировками, нужно вложиться во все оборудование, и потом у тебя как бы уже в голове есть та движуха, то, что все оборудование топовое, все остальное от тебя зависит уже. И ты уже уверен в своем оборудовании. Это крутая идея, первый Потому раз что, такое смотри, слышу. если тебе кто-то сейчас к тебе подойдет, ты делаешь татуху на конвенте, кто-то к тебе подойдет и скажет, слушай, у тебя как-то машинка хуево работает. Мгм. И ты такой, блядь, Вот не, это поэтому, не да? не красится, где-то там какие-то ямы, где-то еще начались происходить, вот, и у тебя потом все пойдет по пизде. Ну да. Папа, кстати, с ремнем приходил, тебе вручал машинки или без? Не, он вообще как бы, вообще он давил, понял? То есть, ну, не пиздец как жестко, а он Мгм. все время там мне говорил то, что, чувак, блин, ну, татухи будут пушка, базарю. То есть, блин, давай, типа, делай, то есть не пожалеешь, они скоро будут, ебать, какие популярными. Не знаю, откуда он это узнал. То есть, наверное, он бы был бы сейчас пиздец какой бы рад, если б был бы жив сейчас. То есть, когда вот он умер, то есть уже после вот этого всего, как бы я уже начал развиваться в татухах. То есть Бля, вот бро, это ну еще это тоже обидно жесткое пиздец прям. стремление, то есть доказать бате то, что я могу. Ну, дядька Батя был прав. Блин. Да, Алекс, большое спасибо тебе за разговор. спасибо и тебе. Друзья, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на Инстаграм Алекса, на мой Инстаграм. Ссылки будут в описании. До новых встреч.